Всем привет! Привет подписчикам и мимо проходящим. У нас поступила заявка на видео. То есть люди просят снять видео, конкретно текст комментария был такой примерно. То есть вы не покажете ли простую идею для тех, кто не знает, чего хочет. То есть стены должны быть покрыты декоративной штукатуркой, но не должно быть явно видно, что это штукатурка, то есть фактура какая-то крупная не должна быть. И ярких цветов не должно быть, и переливающихся каких-то оттенков. То есть не должно быть видно, что это итальянское какое-то покрытие или еще что-то. Ну, просто какая-то супер простая идея в светлых тонах. Почему нет? Если у нас есть время, например, почему бы не снять? Мы же все равно снимаем ролики. Какая нам разница, снять по вашему запросу или что-то новое изобретать? Давайте попробуем сегодня нанести штукатурку декоративную Прованс очень простым способом. Он действительно простой, но он от этого не становится хуже чем-то по внешнему виду. То есть как минимум фактуры, типа что-то застаренной стены, минимум фактуры, минимум усилий, и чтобы был эффект одновременно, и чтобы был он долговечный, ну, такой вот прочный материал. Будем использовать декоративную штукатурку Прованс, это торговая марка Effectum. Все штукатурки в основном наносятся кельмой, то есть с помощью кельмы. Вот это вот неотъемлемая часть, неотъемлемая часть мастера по нанесению декоративных покрытий. Она может быть дорогая и дешевая, все зависит от того, насколько часто вы работаете. То есть простым людям достаточно дешевой кельмы. Здесь вот края еще сточены, видите? То есть она не царапает фактуру. Вот такая хорошая сталь. Вот старайтесь на это обращать внимание. То есть размер у кельмы 200 на 80. Вот такая небольшая. Бывают они еще крупные такие лопаты. Ей работать неудобно, ну для меня по крайней мере. Но она больше для мужчин, я думаю, что она захватывает больше площади, но однако неудобно. Вот мне неудобно. Мне удобно вот такой кельмой. 200 на 80, это кельма Паван. Ну, если вы наносите себе лично в квартире, можете взять и подешевле инструмент. Штукатурка наносится, то есть стена, какая должна быть у вас поверхность стены? Не должно быть выпавших кусков. То есть штукатурка где-то там осыпалась, кусок выпал, вот такого быть не должно. Все остальное, вылизывать стену не нужно, идеальной подготовки тут не нужно. То есть вот эта вот штукатурка Прованс, она спрячет дефекты. Накладываем ее ровным слоем на поверхность стены с помощью кельмы. Начинаем мы в приоритете с левого верхнего угла, обязательно с левого и обязательно с верхнего. Почему с левого? Потому что мы в основном люди правши, и нам будет удобно наносить с левого угла. Нанесли, рисунок сформировали. Дальше мы соединяемся с сухого на мокрое. Вот с сухого на мокрое, вот так идет соединение. Вот смотрите, мы нанесли более-менее ровный слой. Дальше можно на кельму немножко взять штукатурки, прям вот так вот ее прислонить и покатили. Все, жирно. Смотрим, сильная фактура, уменьшаем слой, значит. Уменьшаем слой. Прислонили прямо плоскостью и покатили. Вот. Прислонили плоскость и покатили. Вот так, просто по диагонали. Дальше мы соединяемся с сухого на мокрое. Поэтому мы идем с левого верхнего угла. А почему мы идем с верхнего? Ну, логично, да, что мы наверху нанесли, внизу, когда наносим, где-то ведь что-то капли какие-то могут быть. Ну, то есть кусочек штукатурки упал. Так вот, чтобы не портить вверх, и идем вниз. Наносим. Прислонили прям плоскостью кельму, раз и покатили. Раз и покатили. Расход в данном случае будет у нее примерно кило 200. Штукатурка нам нужна не зернистая. Обязательно не зернистая, то есть она должна быть пастообразная. Как у нас вообще фактура получается? Мы прислонили, катим, и штукатурка под кельмой создает вот такие вот где-то местами пустоты, образуя вот такую вот фактуру. На стене штукатурка наносится рваными участками небольшими, примерно метр на метр кусок нанесли, рисунок сформировали. Сразу же следующий участок, уходим вправо, такой же метр на метр, рисунок сформировали. Дальше уходим вниз в шахматном порядке. То есть вы должны нанести штукатурку. Пока она сырая, вы ее соединяете. Пока она сырая.
Если штукатурка уже высохнет, то вы не успеете соединить фактуру, и у вас будет перехлёст. Вот видите, пока она сырая, мы ее можем соединить. И у нас вот не видно перехода. Такая вот фактура, да, она как бы, и видно, что это штукатурка, и она не ярко выраженная, не броская. Мы ее потом окрасим еще в светлые тона. Материал очень прочный. Если где-то хотите, можете добавить. То есть вот пока она сырая, вы можете ее корректировать, исправлять что-то, добавлять, убавлять. Движение руки может быть и вот так. То есть будет то же самое, но в обратном направлении. Ну, скажем, вот, покажу. Вот так. Оставляем сохнуть до завтра. То есть здесь ничего мы не будем мудрить, мы просто оставим ее сохнуть. Далее мы ее окрасим. Смотрите, вот пока она сырая, видно, что вы хотите где-то добавить или не хотите. Добавляйте, если хотите пофактурнее, например. Можно движение руки изменить, ну то есть сделать вот такие более волнистые. Здесь все зависит от того, как вы ведете рукой. Вот, можно сделать волнистые движения. Можно прямые. Это уже кому как нравится. Просто катите и все. Как вы хотите, вы так и рукой возитесь по стене. И пробуете до тех пор, пока вам он не начинает нравиться. Ну вот как-то так, мне кажется, можно и оставить. Пишите в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится, какие-то, может быть, свои идеи. Не забывайте поддержать нас лайком. Ну и подписаться, если вы еще не подписаны. Вдруг вы что-нибудь важное пропустите, интересное. Мы оставляли высохнуть наш прованс до полного высыхания. В среднем это сегодня закончили, завтра подходим к нему, он полностью высох. На ощупь трогаем, если где-то что-то есть неприятное в руке, можете его подшлифовать. У меня все ровненько. Берем воск колерованный. Воск — это защитное средство одновременно и придание дополнительной фактуры, цвет, типа патинирования. И вот губочкой наносим. Смотрите, чем гуще вы наносите, тем ярче цвет. Если вам хочется светлее, в комментариях был вопрос светлое что-то, вы можете цвет любой придать, а можете также размазывать посильнее. То есть, чем сильнее мы его размазываем, тем светлее он получается. Губочкой покрываем. Также от начала до конца, не останавливаясь, в один подход одна стена должна быть покрыта. Иначе будут переходы. То есть яркий переход, вот такой, сейчас покажу какой. Вот такой будет переход. Вот, может как получиться. Видео снято для тех, кто хотел простую идею. Вот она простая достаточно. Играя цветами, вы можете получить желаемый результат. Также напомню, что направление может быть разные фактуры. Губочка у вас будет большая, у меня она маленькая, потому что у меня маленький образец. Мне крупной губкой здесь неудобно, поэтому мы их разрезаем, то есть маленькие части остаются. А вам удобнее будет целую губку, крупную. Вот мы можем излишки подснять, видите? То есть снимаем чистой стороной губки, вот одной стороной я покрывала, а второй мы излишки снимаем, и воск становится светлее. Сухой губкой убираем излишки. Вот видите как? Убираем излишки. Эффект такой немножко застаренной стены. Высветляем верха. Внутри при этом у нас остается в глубине цвет. Темный достаточно.
Ну, как-то так, примерно. Нравится, не нравится, пишите в комментариях. Также вот лазурью можно сверху покрыть по верхушечкам. Мы покрывать сейчас не будем, потому что запрос был именно на обычную матовую, не переливающуюся яркую штукатурку. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И пока!